Есть в нашем городе небольшое кафе на углу двух тихих улиц. Место, казалось бы, ничем не примечательное. Старинный дом с высокими окнами, выходящими на оживленный перекресток, несколько столиков внутри, приглушенный свет и запах свежей выпечки. Но для тех, кто знает его историю, это место имеет особое значение. И началась она с человека, которого все называли просто «дедушка с чаем». Я работал там официантом уже 3-й год. Летние дни сменялись осенними дождями. Зимние вечера уступали место весенним сумеркам, а он приходил каждый день точно по расписанию в половине 6-го вечера. Высокий, подтянутый мужчина лет 70, всегда в отглаженном сером костюме и с тростью красного дерева. Он никогда не опаздывал и никогда не менял своих привычек. Его столик, 3-й от окна, казалось, был создан специально для него. Оттуда открывался прекрасный вид на улицу, где спешили по своим делам прохожие, проезжали машины, а в дождливые дни капли рисовали причудливые узоры на стекле. Каждый раз он доставал из внутреннего кармана пиджака потертый кожаный блокнот в коричневой обложке и старомодную перьевую ручку. «Чай, пожалуйста», — говорил он своим тихим, но уверенным голосом, — «и чайник с горячей водой». Это был его неизменный заказ. Никаких пирожных, никаких бутербродов, только чай и горячая вода. Он мог просидеть так часами, изредка делая глоток и что-то записывая в свой блокнот. Помню, как впервые попытался завести с ним разговор. Это был дождливый октябрьский вечер, посетителей было мало, и я, протирая соседний столик, решился спросить: «Вам нравится наблюдать за дождем?» Он поднял на меня свои удивительно ясные голубые глаза и слегка улыбнулся. «Знаете, молодой человек, в дожде есть своя музыка. Каждая капля – это нота в бесконечной симфонии жизни». С того дня что-то изменилось. Он не стал более разговорчивым, но в его глазах теперь появлялась особая теплота, когда я подходил к его столику. Однажды я заметил, что он оставляет чаевые. Всегда одну и ту же сумму, купюры аккуратно сложены вчетверо. А потом случилось то, что тронуло меня до глубины души. Он протянул мне шоколадку. «Просто так, за доброту», — сказал он тогда. И в его голосе была какая-то особенная нежность. Но жизнь непредсказуема. Однажды он не пришел. Его столик остался пустым, чайник с горячей водой так и не понадобился. День прошел, потом другой, неделя. Мы все чувствовали, что что-то не так. Кафе словно потеряло частичку своей души. Новость о его смерти пришла неожиданно. Соседка по дому, случайно зашедшая в кафе, узнала его столик и рассказала. Оказалось, он жил один в старой квартире неподалеку, среди книг и старых фотографий. Детей у него не было, жена умерла много лет назад, мы даже не знали его имени. Александр Петрович Воскресенский. А потом появился юрист. Высокий мужчина в строгом костюме вошел в кафе ранним утром, когда мы только открылись. Он представился и достал документы. То, что мы услышали, казалось невероятным. Александр Петрович оставил кафе внушительную сумму денег с одним единственным условием. Оно должно оставаться таким же уютным местом, каким было при его жизни. Это место было моим домом, а вы моей семьей. Было написано в приписке к завещанию. Эти слова поразили нас всех до глубины души. Оказывается, все эти годы, пока мы думали, что просто обслуживаем очередного постоянного клиента, мы были чем-то гораздо большим для одинокого человека. В его блокноте, который передал нам юрист, оказались десятки историй. О людях, которых он видел из окна, о разговорах, которые слышал в кафе, о меняющихся временах года и о том, как менялся город за его окном. Но больше всего там было заметок о нас, о молодой девушке-бариста, которая всегда напевала, готовя кофе, о поваре, чей смех был слышен даже через закрытую дверь кухни, обо мне. Юноша с добрыми глазами, как он написал. Теперь его столик всегда свободен. Мы поставили там маленькую табличку с его именем и датами жизни, а еще с его любимой фразой о каплях дождя и симфонии жизни. Каждый вечер в половине 6-го мы ставим туда чашку горячего чая и чайник с водой. Может быть, это суеверие, но нам кажется, что пока мы помним его, пока сохраняем ту атмосферу тепла и уюта, которую он так ценил, его душа остается с нами. Деньги, которые он оставил, мы решили использовать не только на поддержание кафе, но и на создание небольшой библиотеки в углу зала. Теперь там стоят уютные кресла и книжные полки, а на столиках всегда есть бумага и ручки. Для тех, кто, как и он, хочет записать свои мысли или просто понаблюдать за жизнью за окном. С тех пор прошло уже несколько лет. Наше кафе по-прежнему открыто каждый день, и мы стараемся сохранить ту особую атмосферу, которую так любил Александр Петрович. Иногда, в дождливые вечера, когда капли стучат по стеклу, а в зале негромко играет музыка,
Мне кажется, что я вижу его силуэт за любимым столиком. Высокая фигура в сером костюме, склонившаяся над блокнотом. Эта история научила меня многому. Тому, что истинная доброта часто проявляется в самых простых вещах – в улыбке, в внимательном взгляде, в маленькой шоколадке, подаренной просто так. Тому, что одиночество не всегда заметно со стороны, но внимание и забота могут значить для человека больше, чем мы можем себе представить. И тому, что иногда самые важные вещи в жизни происходят не там, где мы их ждем. Например, в маленьком кафе на углу 2 улиц, где пожилой мужчина каждый вечер пил свой чай и писал истории в потертом блокноте. Теперь, когда новые посетители спрашивают о табличке на столике у окна, мы рассказываем им эту историю. И я замечаю, как после этого они начинают смотреть вокруг другими глазами, словно видят не просто кафе, а место, где хранится память о человеческой доброте и одиночестве, о внимании и заботе, о том, как важно быть внимательным к людям вокруг нас. А еще мы завели традицию. Каждый год, в день его рождения, мы устраиваем вечер добрых историй. Люди приходят, пьют чай, делятся своими историями о неожиданной доброте, о случайных встречах, изменивших их жизнь, о маленьких чудесах повседневности. И каждый раз я думаю о том, как бы порадовался Александр Петрович, видя, что его любимое место продолжает соединять людей, дарить тепло и уют, становиться домом для тех, кто в этом нуждается. Возможно, именно в этом и заключается настоящее наследие дедушки с чаем. Не в деньгах, которые он оставил, а в том, что он научил нас видеть красоту в простых вещах, ценить каждый момент общения, замечать одиноких людей и дарить им частичку своего тепла. И пока существует наше кафе, пока люди будут приходить сюда за уютом и теплом, история Александра Петровича будет жить, напоминая всем нам о том, что иногда самые важные вещи в жизни начинаются с простой чашки чая и доброго слова.